Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня 4-й мастер-класс «Росписи по дереву». В этой рубрике я показываю роспись и рассказываю о себе и своей семье. В этом видео роспись маков, также техника состаривания поверхности и, конечно, история. История про чудо. Мне нравится все испанское. Колорит, музыка. Обожаю фламенко. Любимый танец – пасадобль. Любимый режиссер – Педро Альмодовар. Все его фильмы знаю наизусть. Возможно, в прошлой жизни я жила в Испании. Это произошло в Мадриде летом 2005 года. В тот день у нас было запланировано 2 экскурсии. С утра музей Прадо, вторая половина дня – поездка в Эскориал. Эскориал мы так и не увидели. С первых же минут в галерее у меня появилось ощущение, которое принято называть дежавю. Я здесь уже была. Возможно, в прошлой жизни, отреагировал муж. Да нет, я все это уже видела. Где? Спросил он. Не знаю. Может быть, в Москве? Да ты что? И он захихикал. И тогда, чтобы доказать ему, я начала описывать картины и скульптуры, которые мы увидим в следующем зале. При этом я не могла назвать ни одного художника или название произведений. И описывала я весьма своеобразно. Сейчас будет тетка без рук, а дальше такая же, только с руками и черная. Все чудесатей и чудесатей, удивлялся муж попутно, занимаясь моим ликбезом. В какой-то момент мной овладело очень сильное волнение. А девочка, она тоже здесь? Пойдем скорей. Какая девочка? Спросил муж. В красивом платье. Я не вошла. Я влетела в зал и сразу увидела ее. Прямо напротив дверного проема. Огромное полотно от потолка до пола почти во всю стену. И я сразу же все поняла. Глаза моментально наполнились слезами. Он нагнал меня и, еще не видя моего лица, шепнул: «Темнота! Это же великий Веласкес, а картина называется «Лас Мениньяс». Посмотри, слева художник изобразил самого себя, а там в глубине картины зеркало, и в нем отражаются... Отвали, оставь меня! Я знаю, где их всех видела, но только не сейчас, пожалуйста». Потом были еще залы, и я описывала с поразительной точностью картины, которые нам предстоит увидеть. В один момент мое ясновидение покинуло меня. Давай сделаем перерыв. И вот мы сидим в кафетерии музея в нижнем подвальном этаже, и я рассказываю. У моего деда, папиного отца, была большая библиотека. Дед умер в 41-м. Сыновья ушли на фронт, и бабушка осталась одна в большом холодном доме. И чтобы не замерзнуть до смерти, она растапливала печь книгами. Но книги быстро заканчивались, и тогда она совершила весьма выгодный обмен. Дом обменяла на полгрузовика дров и комнату в коммуналке. Бабушка умерла в конце войны. А я родилась и выросла вот в той самой комнате. В этой комнате на стенах висели этюды моего деда. Он был художником. А еще у нас с сестрой были 3 книги, чудом уцелевшие в годы войны. 2 из них были в массивных переплетах, кожаных, с ятями. По-видимому, они были частью дореволюционной энциклопедии. Одна называлась «Человек», об эволюции человека, другая «Земля», о различных явлениях природы. 3-я книжка была маленькой, чуть больше карманного формата, без обложки, на непонятном языке. Язык был неважен, так как вся книжка состояла из картинок, вернее, из картин. С этой книжкой я не расставалась лет с 5.
Меня часто ловили с ней и фонариком ночью под одеялом. Там было много картинок, которые привлекали ребенка. Но особенно я любила девочку в красивом платье, и на той странице всегда лежал фантик от конфеты. Мне так хотелось быть ею, жить во дворце и носить такое платье. Позже, когда я училась в школе, пыталась понять, на каком языке эта книга. Смутно помню год издания, 1800 какой-то. Мы с мужем предположили, что эта книга была подробным каталогом-путеводителем, изданная к открытию музея. И, по-видимому, это была первая часть трехтомника. Удивительно то, что порядок расположения экспозиции сохранился до наших дней, во всяком случае на первом этаже галереи. Мне тяжело говорить о том, где сейчас это и две другие книги из библиотеки деда. Их у меня украли. Весь день мы провели в залах музея, время от времени возвращаясь к картине Веласкеса. Перед самым закрытием музея, когда мы уже стояли перед выходом возле сувенирного киоска, я сказала: «Ты подожди меня здесь, пойду попрощаюсь с ней». «А ты не заблудишься?» – спросил он. «Только не в Праду». И вот я снова стою перед ней, пытаясь понять, почему именно эта картина овладела воображением маленькой девочки. У Веласкеса есть и другие девочки в роскошных кринолинах. В последний момент, уже выходя из пустынного зала, я обернулась на мгновение. И, о чудо, я выходила не из зала музея, я выходила из картины. Вот в чем секрет ее притягательности. Он ждал меня на том же самом месте, со словами: «Вот, нашел для тебя, и даже на русском. Хочу, чтобы у тебя было хотя бы это». Протянул мне пакет. В пакете была вот эта книга.